Привет, дорогие друзья! В этом видео мы поговорим о сериалах 23 года, которые уже можно посмотреть. В последние годы индустрия сериалов развивается стремительными темпами и каждый год дарит нам множество интересных и захватывающих проектов. От многосерийных детективов до комедий. Перед началом подпишитесь на этот канал, лайк под видео и какой-нибудь комментарий. Приятного просмотра! Покерфейс. У Чарли дар, который особенно полезен в покере. Любительница азартных игр сразу видит, когда соперник врет, а когда говорит правду. Однажды удивительный талант Чарли обнаружил владелец крупного казино в Неваде, Стерлинг Фрост. Бизнесмен предложил мисс детекторке лжи скромную работу официантки и наврал всем гэмблерам, что Чарли мухлюет. Деваться некуда, приходится залечь на дно. Убийство коллеги, подруги Натали, заставляет любительницу азартных игр стать сыщицей. Чарли легко раскрывает преступление, к которому причастно начальство. Оставаться в казино нельзя. Дерзкая официантка садится за руль и начинает путешествовать по Америке, решая в пути хитроумные загадки. Одни из нас. Сериал снят по популярной видеоигре 2003 год. Во всем мире начинается пандемия, вызванная мутировавшим грибом кардицепсом. Из-за него зараженные теряют контроль над разумом и собственным телом. В этом стремительно разворачивающемся апокалипсисе пытается спастись семейство Миллеров. Джоэл, его дочь Сара и младший брат Томми. 20 лет спустя большая часть населения Земли погибла. Остатки либо живут в карантинных зонах под надзором военных, либо присоединились к революционному движению цикад, либо склоняются где-то в пустошах, в одиночку или примкнув к компании каких-нибудь каннибалов. Асока Тано, представительница расы Таргутов с планеты Шилем. В годы войны клонов она была подаваном Энакина Скайуокера. После падения Империи Асока пытается предотвратить опасность, которая грозит галактике, и отправляется на поиски пропавшего джедая Эзры Бриджера, а также пускается в погоню за Гранд-адмиралом Трауном. Тед Лассо, сезон 3, финальная глава в истории оптимистичного тренера по американскому футболу, ставшего наставником команды английской премьер-лиги по футболу. Разумеется, все ждут от него только провала. Но Тед Лассо, будучи форменным простофилей на вид, вовсе не готов довольствоваться ролью пешки в чужой игре. Номинально спортивная комедия ставит акценты на личных переживаниях героев и зайдет даже тем, кто не любит футбол. Локи, второй сезон. Сериал, который был выпущен в 2021 году на стриминговом сервисе Disney+, основан в комиксах Marvel. Он рассказывает историю Локи о боге хитрости и коварства, который стремится найти свою идентичность и место в мире. Сериал представляет собой захватывающее супергеройское приключение, сочетающее элементы фантастики и драмы. Новый сезон тоже не подвел и выдал годный контент. Поколение Ви – это спин-офф фантастического боевика «Пацаны», который нашумел в 2019 году. Действие сериала разворачивается в единственном в Америке колледже, где учатся только студенты с суперспособностями. Контролирует учебное заведение компания по производству супергероев World International. Охваченные гормональными бурями, молодые суперы ежедневно проверяют свои физические, моральные и сексуальные границы и соревнуются друг с другом в получении лучших контрактов в крупнейших городах страны. Ведьмак, сезон 3. Третий сезон экранизации всемирно известной фэнтезийной саги. В нем рассказывается история ведьмака из Ривии, чей долг – уничтожать монстров и защищать от них людей. Генри Кавилл покидает эту роль после 3 сезонов. Сериал продолжится, но голливудскую звезду на этом посту сменит брат Криса Хемсворта – Лиам. Захваченный рейс. Герои сериала становятся заложниками на борту самолета, летящего в направлении из ОАЭ в Англию. Спецслужбы Великобритании вовлекают лучшего переговорщика Сэма Нельсона, чтобы спасти заложников и предотвратить трагедию. Счастливым случаем тот оказался на борту захваченного самолета, возвращаясь после выполнения задания. Сэм пытается стабилизировать ситуацию, но заложники остаются в опасности. Он рискует и затягивает переговоры с террористами, надеясь на спасение. Фубар. Комедийный боевик Фубар – первая телевизионная работа Арнольда Шварценеггера. Главные герои сериала – отец и дочь, которые много лет работают на ЦРУ, но скрывают это друг от друга, из-за чего их отношения строятся на лжи. Однажды им предстоит узнать правду и, более того, начать работать вместе. Лишь став напарниками по заданию, отец и дочь наконец получают возможность узнать друг друга. Переполненная комната. Дэнни Салливан никогда не нарушал закон. Сотрудник солидной компании однажды оказался в незавидном положении. Полицейские внезапно ворвались в квартиру, арестовав испуганного человека. На него хотят повесить жестокие убийства, однако подозреваемый категорически отрицает причастность к преступлениям.
Во время множественных сеансов доктор Рио обнаруживает у мужчины серьезные психические расстройства. Очень много интересных сериалов выходило в этом году, но все они не влезли в этот выпуск, поэтому если вам интересно, то мы сделаем вторую часть. Ставь лайк и подписывайся на канал, пиши комментарий, какой сериал ты смотрел или хочешь посмотреть. Также у нас есть группа ВКонтакте, на нее тоже подписывайся. Там новости кино и не только. Еще увидимся.